Добрый день, дорогие друзья, вы на канале «Смотри и знай». Одна наша подписчица попросила нас рассказать о таком чудесном растении, как иван-чай. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему иван-чай пользуется такой популярностью? Напиток из этого растения ценился из-за своих целебных свойств еще на Руси. После того, как английские моряки попробовали отвар, он стал известен не только в России, но и в Европе. Правда, в конце 19 века уже широко известный иван-чай не выдержал соперничества с чаем с плантаций Индии, и поэтому был вытеснен с мирового рынка. На сегодняшний день этот напиток становится все более популярным благодаря своим свойствам. Иван-чай также часто называют кипреем. Напиток не содержит вредных элементов, таких как кофеин и пурин. Частое употребление этих веществ вызывает преждевременное старение кожи, повышает давление и провоцирует бессонницу. Заменив ваш обычный чай на напиток из кипрея, вы сможете избежать всех этих проблем. В листьях этого растения содержится медь, железо, марганец и большое количество витамина С. В иван-чае содержится в 3 раза больше витамина С, чем в цитрусовых. Именно поэтому напиток является не только иммуностимулирующим, но и по-настоящему оздоровительным. Регулярное употребление чайного напитка из кипрея помогает останавливать воспалительные процессы при простатите. Врачи рекомендуют использовать его как вспомогательное средство при проблемах с простатой как хронических, так и острых. Поэтому иван-чай также часто называют мужской травой. Разумеется, он целебен для всех, но по профилактической и лечебной способности мужской болезни простатита и аденомы простаты ему соперников нет. Также в листьях иван-чая содержится большое количество дубильных веществ, пектина и полисахаридов, поэтому этот напиток обладает противовоспалительным, антибактериальным и желчегонным эффектом. Кипрей помогает избавиться и от гастрита. Разные виды гастрита оказывают разное воздействие на организм. В случае гастрита с повышенной кислотностью возникают такие проблемы, как вздутие, изжога и расстройство кишечника. Иван-чай содействует оздоровлению слизистой оболочки и облегчает протекание воспалений. При гастрите с пониженной кислотностью частыми последствиями становится гнилостный запах изо рта, отрыжка, а также повышенное газообразование. Это обусловлено тем, что при этом виде гастрита определенные функции желудка перестают работать, и, соответственно, начинает портиться микрофлора кишечника. Чайный напиток из кипрея станет отличным источником ценных веществ во время диеты, которые требуются обладателям данного заболевания. Иван-чай сам не способствует ни повышению, ни понижению давления. Но химические микроэлементы, входящие в состав растения, помогают нормализовать состояние всего организма. Эти вещества уничтожают лишний холестерин, что нормализует работу всей кровеносной системы. Также благодаря своему составу кипрей очень часто используется как слабое снотворное и даже как легкое успокоительное. При лечении панкреатита очень важны антиоксиданты, а как раз в сборе этого растения их достаточно. Именно эти вещества помогают поджелудочной железе блокировать действие свободных радикалов, укрепляют стенки сосудов, защищают слизистую оболочку и противостоят воспалительным процессам. А содержащиеся в иван-чае дубильные вещества снижают риск возникновения осложнений. Но при панкреатите существуют ограничения для употребления иван-чая. Он должен быть несладким и слабо заваренным. Иван-чай также способен облегчить симптомы цистита. Противовоспалительные вещества помогают устранять возбудители этой болезни. Витамин С и органические кислоты оказывают болеутоляющее и успокаивающее действие. Напиток можно пить не только для избавления от болезни, но и в качестве профилактики заболевания. Также чай из кипрея используют не только для внутреннего, но и для наружного применения. Напиток можно закапывать в уши при отите, а в нос при гайморите и рините. Также известно о том, что напиток из иван-чая применяется для полоскания горла при ангине и фарингите. При зубной боли полоскание этим напитком оказывает болеутоляющее действие. На сегодняшний день иван-чай продается практически в каждом магазине. Выпускается напиток в разных формах, в рассыпном виде, гранулированном и даже в брикетах. У каждого вида свой вкус.
Технология приготовления иван-чая имеет определенные стандарты, но все равно у разных производителей отличается в зависимости от того, как долго проходили этапы подвяливания, скручивания, ферментации и сушки. Разумеется, никакая упаковка не расскажет обо всех этих тонкостях. Придется просто покупать и пробовать, перебирая один вид продукта за другим, пока не удастся найти именно тот, который будет по вкусу. Но можно не покупать иван-чай, а заготовить его самостоятельно. Лечебными считаются все части этого растения. Сбор начинают в период цветения, при этом бутоны должны быть не до конца раскрыты. Поэтому молодые побеги собирают в мае, а корешки поздней осенью. Соцветия срезают и раскладывают на ткани, затем скручивают в рулон и выжимают сок. Далее его на 8-10 часов относят в сухое место при температуре 20-25 градусов, после чего сушат в духовом шкафу. Остальные части растения промывают и сушат в хорошо проветриваемом помещении. Готовый сухой сбор хранят в плотно закрытой емкости. Также существует несколько способов заваривания этого напитка. Залитый кипятком иван-чай отстаивают в чайнике 15 минут. После этого настой необходимо встряхнуть для того, чтобы напиток обогатился эфирными маслами. Также можно заваривать и китайским методом проливов. Такой метод подразумевает проливание заварки через каждые 40-50 секунд. Всего таких проливов нужно сделать 5. Также это растение можно варить. Для этого потребуется положить иван-чай в кастрюлю и залить водой так, чтобы она покрывала заварку. Затем на медленном огне довести до кипения, выключить огонь и настаивать под крышкой еще 15 минут. У этого растения имеются и противопоказания. Во-первых, этот напиток нельзя употреблять бесконтрольно. Такое обильное питье может привести к дисфункции желудочно-кишечного тракта. Также, если у вас имеются заболевания, связанные со свертываемостью крови, относиться к кипрею стоит с осторожностью. Не рекомендуется давать иван-чай детям до 2 лет. В период беременности и лактации, так же как и со всеми препаратами и народными рецептами, стоит быть осторожными. Это растение может оказывать легкое слабительное действие. Также стоит учитывать фактор индивидуальной непереносимости. Специалисты советуют не употреблять иван-чай во время приема успокоительных и жаропонижающих препаратов. Многие чайные ценители оценивают вкус иван-чая как ароматный напиток с нотками луговых трав и грушово-яблочным привкусом. На вкус влияют некоторые факторы, такие как количество завариваний. Кому-то нравится насыщенная первая заварка, кто-то предпочитает более слабый вкус. Также на вкус готового напитка влияет время сбора урожая. Люди, которые занимаются заготовкой кипрея, утверждают, что собранный в мае иван-чай имеет карамельные нотки, а более поздние сборы обладают интересным кисленьким привкусом. Способ обработки также играет роль. Листья растения, высушенные в русской печи, становятся более сладким напитком. Для того, чтобы такой чай приносил больше удовольствия, можно добавить в него сушеные ягоды – малину, смородину, чернику или ежевику. Каждый предпочитает разные виды иван-чая, свой вид и сорт, но тех, кто не нашел своего вкуса, в этом напитке нет. Если вам пришелся этот кипрей не по вкусу, значит вы просто еще не нашли тот самый, именно ваш иван-чай. А на этом мы заканчиваем. Пишите свои комментарии, заказывайте обзоры на хорошие народные рецепты. Всем до новых встреч и будьте здоровы!